Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как масштабные финансовые изменения в Германии и новые угрозы могут в один момент поставить под риск доступ к вашим банковским счетам и привычным онлайн-платежам. Сначала детально изучим экстренную новость, почему популярная финансовая сеть Sparkasse закрывает свое привычное мобильное приложение. Любой клиент, кто не примет меры вовремя, вскоре больше не сможет просто-напросто оплачивать покупки онлайн-картой через старую систему авторизации. Вам придется, друзья мои, перейти на новое приложение, иначе интернет-платежи перестанут проходить. Также в этом выпуске мы с вами обсудим серьезную цифровую угрозу, что происходит, если мошенники получили контроль над вашим личным номером мобильного телефона и как же вовремя распознать опасные предупреждающие признаки подмены сим-карты, чтобы, соответственно, защитить свои онлайн-аккаунты. А под занавес, друзья мои, раскроем масштабную схему обмана пассажиров, ложные напоминания об оплате проезда и фальшивые штрафы, на которые клиенты из железных дорог Deutsche Bank категорически не следует отвечать. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, миллионы пользователей сегодня сберегательных касс Sparkasse придется активировать новое приложение для авторизации онлайн-операций. Эксперты крупнейшего коммерческого банка Commerzbank отдельно обращают внимание на то, что подобные технические изменения сейчас внедряют многие на самом деле структуры для более надежной защиты транзакций жителей Германии. Хотя до декабря вы видите, старая программа продолжит выполнять авторизацию платежей при заказах в интернет-магазинах, расслабляться нам с вами точно не стоит. Аналитики популярного цифрового сервиса сравнения цен Check24 подтверждают, что затягивать с обновлением не рекомендуется, ведь приложение, поддержка которого прекращается разработчиками, постепенно перестанет получать новые пакеты безопасности и может стать, что правильно, более уязвимым. Именно поэтому в ближайшие недели пользователям необходимо самостоятельно выполнить переход на новую платформу S-Push-TAN. Руководство финансового учреждения настоятельно рекомендует клиентам заблаговременно установить именно этот новый софт, чтобы сохранить доступ к покупкам в сети. Свежая версия мобильного приложения, друзья мои, S-Push-TAN уже содержит встроенного автоматического гида, который позволяет быстрее перенести все личные ваши профили. Данная мера необходима при использовании любых карт Sparkasse, будь то классические дебетовые или кредитные варианты, ведь для совершения, вы сами понимаете, безопасных транзакций требуется двухфакторная аутентификация через международную шифрованную систему 3D Security. Прежний цифровой инструмент верификации платежей окончательно прекратит работу, как я сказал, буквально уже в декабре, поэтому клиентам сберегательных касс придется заранее освоить именно эти альтернативные защитные методы. Специалисты ведущего финансового конгломерата Deutsche Bank подтверждают, что этот протокол является обязательным международным стандартом для предотвращения правильно, интернет-мошенничество с банковскими картами. Выполнить перенастройку мобильного софта на смартфоне и привязать туда обновленную систему авторизации можно как прямо сейчас, так и в течение пары ближайших месяцев. Для успешного проведения интернет-покупок потребуется предварительно активировать, друзья мои, на пластике защитную опцию шифрования данных. Процедура будет максимально простой для тех жителей Германии, кто уже активно пользуется сетевым банкингом через личный кабинет. То есть достаточно запустить нужную функцию в меню, а затем подтвердить изменения быстрым кодом. Впрочем, друзья мои, осуществить транзакции разрешено и через физический генератор кодов чип TAN. Аналитики крупного страхового концерна Allianz напоминают, что при любом способе верификации крайне важно беречь, друзья мои, еще раз повторяю, личные пароли и коды подтверждения от посторонних. После оформления заявки останется лишь дождаться официального бумажного письма от финансовой организации, соответственно Sparkasse, с кодом подтверждения. Каковы же будут реальные последствия для тех жителей Германии, кто проигнорирует технические требования банковского сектора?
Для текущих пользователей старого мобильного сервиса авторизации в эти дни ничего кардинально на самом деле не поменяется, ведь осуществлять верификацию покупок через привычную утилиту разрешено до декабря. Однако, друзья мои, сразу после этого цифровую платформу полностью закроют, а ваши пластиковые карты с сберегательных касс больше не смогут использоваться для проведения онлайн-платежей через старую систему авторизации. Консультанты розничного финансового учреждения Постбанк призывают клиентов своевременно завершать эти все переходы на обновленную систему. К моменту прекращения обслуживания софта у вас на смартфоне должна, друзья мои, стабильно работать альтернативная программа S-Push-Tan. Одновременно активировались интернет-мошенники, которые и рассылают, внимание, фишинговые уведомления. Специалисты по защите цифровых систем напоминают сегодня, что официальные структуры никогда на самом деле не используют обычные текстовые сообщения для подтверждения учетных записей. Не поддавайтесь, друзья мои, на подобные уловки. А вот дальше, друзья мои, в центре внимания экстренный разбор новых угроз для смартфонов. Если мошенники получили контроль над вашим личным номером телефона, каждый обязан знать предупреждающие признаки. Подмена сим-карты – это на самом деле очень опасный метод, с помощью которого злоумышленники перехватывают контроль над линией и используют ее для попыток получить доступ к вашим банковским и сетевым аккаунтам. Вот как распознать на самом деле такую атаку и защитить себя. Специалисты крупнейшего немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom регулярно предупреждают всех своих пользователей о необходимости немедленно связаться со своим оператором при внезапном отключении сети на вашем устройстве. Гаджет давно стал ключом к вашей цифровой жизни, вы это знаете, поскольку мобильный номер теперь используется для получения кодов безопасности при входе в тот же самый онлайн-банкинг и электронную почту. Именно поэтому мошенники все чаще пытаются получить контроль над этим важным цифровым ключом. Преступники забирают себе не само физическое устройство, а именно привязанный к нему сотовый номер. Данный маневр лишь на первый взгляд кажется безобидным, но, друзья мои, в реальности способен привести к серьезным финансовым потерям. Эксперты в области цифровой безопасности из популярного сервиса защиты данных Avira добавляют, что через полученный доступ злоумышленники в отдельных случаях могут обойти даже двухфакторную верификацию на интернет-порталах. За этим на самом деле скрывается хорошо известная мошенническая схема. Каждому абоненту сотовой связи, вы знаете, изначально присваивается стандартная сим-карта, и провайдер вправе в любой момент перенести линию на куда? Правильно, новый чип. К примеру, при утрате аппарата или переходе на формат eSIM. Мошенники пытаются воспользоваться этой процедурой сегодня, выдавая себя за владельца номера и заявляя о потере карты. Специалисты службы поддержки оператора Vodafone заявляют, что постоянно ужесточают проверку таких клиентов. Когда мошенническая схема срабатывает, оператор связи переносит ваш сотовый номер на другой пластиковый чип, а родная карточка в смартфоне, что правильно, молодцы, перестает работать. После этого одноразовые коды подтверждения могут начать поступать уже на устройство злоумышленников. Вся критическая опасность этой схемы кроется в том, что большинство современных интернет-сервисов до сих пор используют именно ваш сотовый номер абонента как главный рубеж двухфакторной защиты личных финансов. То есть при попытке авторизации в онлайн-банкинге система традиционно высылает вам тот самый короткий числовой пароль по СМС. Получив контроль над номером, преступники, соответственно, правильно могут подтверждать финансовые операции, менять ключевые пароли доступа и получать доступ к банковским счетам пользователей, которые считали их надежной защитой от посторонних лиц. Аналитики сегодня популярного немецкого цифрового банка N26 настоятельно рекомендуют пользователям по возможности отказаться от использования текстовых сообщений для подтверждения входов и финансовых операций. Своевременно выявить на самом деле начало такой, скажем так, новой мошеннической схемы с мобильным номером – это самая главная задача сегодня каждого владельца банковского счета.
Существует несколько привычных тревожных сигналов, к которым бюргерам нужно отнестись со всей серьезностью, даже если поначалу они напоминают обычные технические неполадки сотовой сети. Друзья мои, если ваш сотовый телефон внезапно полностью теряет сигнал связи до отделения без всякой видимой причины, пока гаджеты у находящихся рядом людей ловят сеть идеально, это может быть одним из признаков несанкционированного переноса вашего номера. Также важно насторожиться, если на экране неожиданно выскакивает сервисное системное сообщение о якобы оформленном вами запросе на выдачу дубликата пластиковой карты. Эксперты мобильного гиганта O2 Телефоника советуют в подобный момент ни в коем случае, друзья мои, не списывать проблему на обычный технический сбой, а как можно быстрее зайти в личный кабинет через ваш компьютер. В случае возникновения реальной критической ситуации на счету действительно может оказаться буквально каждая секунда, ведь вы сами понимаете, промедление способно привести к серьезным финансовым потерям. При малейших подозрениях на несанкционированный перехват вашего сотового номера рекомендуется как можно быстрее, друзья мои, связаться со службой технической поддержки своего мобильного оператора с любого доступного стороннего аппарата. То есть главная цель – заблокировать дубликат сим-карты. Сразу после этого необходимо как можно быстрее связаться со всеми обслуживающими вас финансовыми организациями. На территории Германии, вы знаете, наверное, я вам рассказывал уже неоднократно, заморозить счета и онлайн-банкинг разрешено в круглосуточном режиме через единую центральную горячую линию экстренной блокировки по короткому номеру внимания 116 116. Консультанты страховой компании правовой защиты АРАК напоминают, что наличие сохраненных скриншотов, сообщений и официального заявления в полицию может сыграть важную, друзья мои, роль при возможном судебном разбирательстве или оспаривании несанкционированных финансовых операций. Лучший на самом деле метод уберечь свои личные накопления от подобных киберугроз – окончательно свести к минимуму использование обычных текстовых сообщений сотовых операторов в качестве рубежа верификации. Для всех ключевых учетных записей гораздо все-таки разумнее применять мобильные программы генерации паролей или физические USB-токены. Данный инструмент жестко привязан именно к вашему физическому устройству флешки, поэтому получить к ним удаленный доступ, что правильно, намного сложнее, даже если злоумышленникам известен ваш сотовый номер абонента. Аналитики розничного финансового гиганта ING DiBa подтверждают, что аппаратные ключи все-таки снижают риск несанкционированного доступа к финансовым вашим аккаунтам. Провайдеры сотовой связи часто позволяют устанавливать, скажем так, секретный PIN-код на перевыпуск вашей сим-карты. Да, друзья, вы не знали. Вдобавок, если навсегда перестать публиковать избыточные личные сведения, скажем так, в ваших открытых профилях соцсетей, злоумышленникам будет намного сложнее собрать информацию для попыток получения доступа к вашим банковским счетам. Подобный перехват абонентских линий давно на самом деле перестал быть единичным явлением на рынке связи. Общее число, кстати, таких инцидентов постепенно увеличивается по всей стране, по всей Германии, а с развитием IT-технологий методы обмана становятся все более изощренными. Однако, друзья мои, жители Германии вовсе не остаются беззащитными перед этой цифровой угрозой. Ведь всего несколько простых и осознанных шагов позволяют вам намного снизить уязвимость ваших персональных данных. Эксперты крупной страховой группы Ergo в своих регулярных отчетах по киберрискам напоминают бюргерам, что современная превентивная защита обходится дешевле, чем устранение последствий несанкционированного доступа к личной информации. То есть те граждане Германии, кто вовремя разобрался в уловках злоумышленников и отказался от проверки основных аккаунтов именно через СМС, существенно усложняют на самом деле попытки получить доступ к своим данным и финансовым сервисам. И это еще не все. Дальше, друзья мои, важное предупреждение для всех пассажиров общественного транспорта Германии. Ложные напоминания об оплате билетов продолжают рассылаться по всей стране, и граждане ни в коем случае не следует на них отвечать.
Злоумышленники сегодня отправляют поддельное уведомление о необходимости погасить долг за проездной Deutschland Ticket, используя имя авторитетной компании Deutsche Bahn. Вот как вовремя, друзья мои, распознать такие фишинговые электронные письма и защитить свои, что правильно, личные данные и деньги. Представители самого железнодорожного концерна Deutsche Bahn отдельно подтверждают, что никогда на самом деле не требуют срочного погашения задолженности через сторонние ссылки без авторизации в вашем личном кабинете. В настоящее время распространяются поддельные уведомления, которые приходят многим, в которых ложно утверждается наличие задолженности по вашей подписке. В теме сообщения, внимание, последнее напоминание. Получателям настоятельно рекомендуют перевести платеж в течение 48 часов. Консультанты популярного транспортного оператора Flixbus напоминают, что создание искусственного чувства срочности и ограничения по времени – это один из наиболее распространенных приемов, используемых в подобных схемах обмана. В подобных поддельных цифровых сообщениях, друзья мои, обычно заявляется о внезапном техническом сбое или, например, блокировке в международной системе прямого автоматического дебетирования СЭПа. После чего растерянного, скажем так, человека настойчиво просят выполнить ручной перевод средств на совершенно куда правильно сторонние банковские реквизиты. Аналитики популярного интернет-сервиса сравнения цен Verivox напоминают сегодня, что при возникновении любых, друзья мои, реальных проблем со списанием средств легальная банковская система, как правило, направляет официальное системное уведомление через ваш личный кабинет в основном финансовом учреждении. Они рассылают на самом деле какие-то там сомнительные ссылки по электронной почте. К базовым тревожным признакам подобной схемы традиционно относятся также детально расписанные, но совершенно незнакомые вам реквизиты получателя, подозрительный контактный адрес отправителя и шаблонное безличное приветствие вместо вашего имени. Запомнили? Такая комбинация факторов является серьезным поводом для дополнительной проверки сообщения перед совершением каких-либо действий. Руководство государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn отдельно акцентирует внимание также на том, что настоящие платежные квитанции, чеки и предупреждения по проездному Deutschland Ticket приходят клиентам исключительно как правильно через защищенный аккаунт или верифицированные внутренние информационные ресурсы DB. Злоумышленники на самом деле, друзья мои, внимание, намеренно оказывают мощное психологическое давление на получателей писем, угрожая крупными дополнительными расходами, принудительным взысканием долга, например, через коллекторские агентства или даже, да, друзья мои, даже через судебные разбирательства. Юристы авторитетного союза правовой защиты Роланд Рейхсшутц отдельно подчеркивает, что подобные угрозы судом или коллекторами без наличия официальных документов от немецких судебных органов не соответствуют установленной процедуре и, как правило, используются лишь для того, чтобы заставить человека действовать поспешно. Те же самые сжатые временные рамки всего лишь в 48 часов призваны лишить вас возможности спокойно проверить информацию. Но количество, друзья, фишинговых рассылок продолжает расти по всей стране. По официальным данным органов безопасности, примерно, внимание, каждое третье незапрошенное электронное сообщение теперь содержит признаки попытки получить персональные данные пользователя. Представляете, а около 62% граждан хотя бы раз сталкивались, да, друзья, сталкивались с подозрительным спам-рассылками на своих компьютерах. Если вы сталкивались, тоже напишите в комментариях. Эксперты крупного немецкого онлайн-ритейлера электроники Cyberport подчеркивают, что встроенные защитные спам-фильтры на пользовательских устройствах и серверах приходится постоянно совершенствовать из-за растущей изощренности подобных схем обмана. Федеральное управление информационной безопасности Германии официально заявляет, что подобные сетевые уловки на самом деле нередко становятся только первым этапом более серьезных киберинцидентов. Сюда относятся не только получение, скажем так, личных данных ваших или несанкционированный доступ к банковским сервисам пользователей, но и организованные кибератаки на серверы крупных компаний и объекты критически важной городской инфраструктуры.
При этом формат подобных схем регулярно эволюционирует. Помимо традиционных электронных писем, сейчас активно, вы должны об этом знать, распространяются целевые атаки на бизнес-структуры, схемы обмана через обычные текстовые сообщения на тех же самых смартфонах и поддельные штрих-коды и фальшивые звонки от имени служб поддержки. Все эти многие методы преследуют только одну общую цель – это завоевать доверие человека и получить доступ к его учетным записям или конфиденциальной информации. Аналитики ведущего кадрового портала Stepstone отдельно отмечают, что корпоративный сектор сейчас сталкивается с повышенными рисками из-за уязвимости рабочих профилей сотрудников. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду, кстати, вас ждать здесь же со свежей порцией глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про закрытие приложений, кражу мобильных телефонов и ложные квитанции, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.